Когда я задумался о переоборудовании своего дорожника в электровел, у меня не возникла мысль, что это плохая идея или что это невозможно. Однако, как выяснилось позже, многие владельцы дорожников сомневаются в этом. А люди, которые далеки от дорожников, выдвигают всякие идиотские доводы против такого переоборудования. У нас в странах СНГ люди любят понты. Это много в чем проявляется, но в велосипедах эти понты просто кричат. Обычный практичный дорожник на 28-х колесах или его младшие собратья на колесах поменьше за велосипеды вообще не считаются. Не буду дальше углубляться в эту тему, это отдельный разговор. Скажу только, что очень много велосипедистов считают, что из дорожника нельзя сделать электровелосипед. Я с такими людьми сталкивался давно, когда еще у меня не было мотора, и сталкиваюсь сейчас, когда уже езжу на дорожном электровелосипеде. Самый первый и самый идиотский случай, о котором я уже упоминал, это когда продавцы мотор-колеса сказали мне, что у меня вилка уже, чем на 26-х великах. И при этом ни в какую не хотели произвести примерку. И еще с умным видом сказали мне: купи себе нормальный велик с такими колесами. И показали на свои 26-е. Впоследствии я выяснил, что ширина моей вилки такая же. И вообще это самый распространенный стандарт в 100 мм. Хочу отметить, что при затягивании гаек вилка обжимается и сужается. На самом деле туда можно впихнуть и 110 мм. Второе не менее дурацкое мнение, которое тоже выразил продавец мотор-колес, уже другой. На дорожный велосипед нельзя устанавливать мотор мощностью более 350 Вт, потому что, внимание, на дорожнике нет переднего тормоза. Что мешает установить передний тормоз? Да и нужен ли он вообще? Безусловно, с ним безопаснее, но многие ездят без него. Да, с мотором возрастает скорость, и эффективность торможения необходимо повысить. Что ж, на дорожник можно без проблем установить клещи. Они бывают разными, с очень разными ценами. Лично мне пока хватает самых дешевых. На равнинной местности с мотор-колесом 500 Вт я никогда ими не пользуюсь. Только если слетает цепь и воспользоваться задним барабанным тормозом нет возможности. Собственно, из-за этого я и установил когда-то передний тормоз. Впоследствии я стал им также пользоваться при спусках с крутых гор. То есть установка мотор-колеса здесь вообще ни при чем. Кстати, мне еще пришлось модифицировать свои клещи из-за установки 26-го мотор-колеса. И ничего. Если не нравятся клещи, можно взять жесткую стелсовскую вилку под вибрейки. Она очень похожа на дорожную вилку, но имеет специальные крепления под вибрейки. Если хотите добиться отличной цепкости тормозов, этот вариант даже может оказаться дешевле, так как самые дешевые вибрейки лучше тормозят, чем самые дешевые клещи. А вилка стоит совсем недорого. Вот, например, такая вилка как будто бы ничем не отличается от дорожной, только дропауты на ней вывернуты наизнанку. На моем канале один человек в комментарии высказал мнение, что отсутствие амортизаторов на электровелосипеде – это идиотизм. Но если так хочется, то в продаже имеются амортизационные вилки для дорожников. Задний амортизатор, конечно, поставить не удастся. Если вы об этом думаете, то дорожник не для вас. Я думаю, каждый, кто ездит на дорожнике, знает о его основных достоинствах. Это практичность и невероятная грузоподъемность. Причем не только по массе, но и по габаритам. Так вот, если приходится вести длинный груз, который привязывается жестко и сзади, и спереди, и посередине, то присутствие заднего амортизатора будет только мешать. А если груз очень тяжелый и расположен сзади на багажнике, то не всякий двухподвес такое выдержит. Еще этот же человек высказал мнение, что на таком велике можно стать инвалидом. Когда я был в Голландии, мне в глаза не бросился ни один велик со скоростями или с амортизаторами. Такие велики там есть, и может они проезжали мимо меня. Но я их не заметил. Все там ездят на дорожниках и грузовых великах. Жесткие электровелосипеды там тоже есть. Я таких видел два, причем один здесь, голландского производства. И что-то я не слышал, что в Голландии много инвалидов. Ну еще, пожалуй, самый распространенный аргумент – это убогий вид. На эту тему бессмысленно рассуждать, о вкусах не спорят. Скажу только, что к технической стороне вопроса это отношение не имеет. Какие проблемы могут возникнуть у владельцев дорожников? С чем придется столкнуться при установке электродвигателя? Первое препятствие – это размер колес. Если вы не заказываете мотор-колесо, а хотите купить его у местного дилера или с рук, то вам, скорее всего, предложат только 26-е. Лично я снял свое переднее 28-е колесо, установил 26-е мотор-колесо и немного переделал тормоза. Второе. Если вы ставите мотор-колесо на дорожник, то оно будет передним, так как в заднем колесе у вас тормозная втулка.
Можно ею пожертвовать, но тогда необходимо добиться хорошей цепкости передних тормозов и установить назад клещи или как-нибудь прикрепить вибрейки или дисковые тормоза. Следует также учесть, что задние мотор-колеса имеют посадочную ширину 135 мм, а иногда и больше. А в дорожнике сзади те же 100 мм, что и спереди. Однако при затягивании гаек пространство между задними перьями очень сильно сужается. На моем велике, когда колесо снято, это расстояние равно 120 мм. Я думаю, его можно легко расширить и впихнуть туда мотор-колесо 135 мм. Но можно и поставить назад переднее мотор-колесо. Правда, тогда придется для него придумать крепление для звездочки. Лично я предпочитаю сохранить ножной тормоз, так как считаю его более надежным. Если вы устанавливаете подвесной мотор с цепной передачей на дорожник, то у вас не будет возможности поиграть с переключателями скоростей. Об усилителях дропаутов. На дорожниках стальные вилки, а сталь хорошего качества в усилителях не нуждается. Человек, который продает мотор-колеса, сказал мне с абсолютной уверенностью, что дропауты стальной вилки ни за что не сломаются, даже с мотор-колесом 1000 Вт. У меня всего 500 Вт, но я сильно нагружаю свой велик, еду в крутую гору до самого последнего оборота двигателя. Несметное количество раз на полном ходу я попадал в выбои на асфальте, и дропауты пока целы. Однако ради безопасности я все же планирую установить усилители, так как часто вожу ребенка. За крепость вилки отвечаю только относительно велосипеда Orion 1100. Который, как мне сказал дилер, больше не производят. Хотя, повторюсь, вилка Stealth имеет аналогичный дизайн, но вывернутые наизнанку дропауты. Предполагаю, что она может быть столь же крепкой. Еще отмечу, что существуют вилки с очень тонкими дропаутами, которые даже усилить не удастся. С такими лучше не экспериментировать. Усиливать или нет – личное дело каждого, но для спокойствия лучше с усилителями. Проблемы с ведомой звездой. Изначально на дорожниках, как правило, стоит звезда с 18 зубьями. Так как с установленным мотором крутить педали становится немного тяжелее, возникает желание поставить звезду побольше. Найти качественную звезду может быть довольно затруднительно. Они могут быть разноцветными, но в основном все выполнены из мягкого металла, который очень быстро изнашивается. Но даже если решить эту проблему, лично для меня здесь остается некая двойственность. Когда помогаешь мотору с педалями, лучше использовать 18-ю звезду. Так как, например, даже при движении в гору с уклоном до 20 градусов, эта звезда позволяет легко поспевать за мотором. А вот 22-я звезда заставляет бешено вращать педали, что очень быстро выматывает. При движении в более крутую гору особой разницы не чувствую, так как метров через 100 устаю с любой звездой. Таким образом, с мотором лучше сохранить родную маленькую звезду. Однако, если кончится заряд или произойдет поломка и придется ехать на педалях, будет лучше со звездой чуть побольше. С 18 зубьями будет тяжело, с 22 будет чрезвычайно медленно. Предполагаю, что звезда с 20 зубьями будет оптимальна. Но это мое личное мнение. Можно установить 2 звезды и переключатель, или переключать вручную, так как делать это придется крайне редко. Таким образом, сделать электровелосипед из дорожного велосипеда вполне реально. Я так сделал и продолжаю его также нещадно эксплуатировать. Дорожный электровелосипед – это вещь. Кто в теме, тот меня поймет. Остается только собрать грузовой электровелосипед, и это будет мега вещь.